And now we are arriving in Berdyansk. You can see the port behind me. You can see this whole line here of advertisements for the referendum. The referendum is in progress here as it is across all of Zaporozhye, because this as well is in the Zaporozhye region. Now we're going to go down to the center itself where the voting's going on and show you what the process is. Okay, so we have come to an undisclosed location. We've been asked not to film the outside for safety reasons, so this location is not attacked. But the situation here is, again, this area is like it was in Kherson yesterday, where there's special voting, early voting for essential workers and government workers. Right now, we're about to see the port workers and sailors voting for the referendum. And we're just gonna, again, see how that process goes and show you as much information as possible. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представиться себя? Директор Бердянского морского торгового порта Стельмаченко Владимир Анатольевич. Можно сказать, как обстановка здесь? Обстановка в городе по сравнению с другими населенными пунктами в зоне боевых действий очень спокойная и мирная. Люди с радостью восприняли референдум, люди с готовностью голосуют. Наш коллектив собрался здесь проголосовать прямо в помещении нашего управления порта. Это было заранее определено. Вот в 16 часов как раз начнут. Скоро, да? И что вы могу сказать за местные люди? Как я понимаю, тут это не Донбасс. Донбасс мы знаем, это 100% русские люди из России, но, как я понимаю, Запорожье район тоже есть люди, которые за Украину. Как вы могу сказать это? Сколько процент за Россию, сколько процент стало за Украину? Вы знаете, я не политик, я моряк. Поэтому считать проценты – это не мое дело. Я могу сказать одно. В наше время, в нашем мире, все решает информация. Какая информация людям была предоставлена, в каком объеме, так их мышление будет построено. Есть люди, которые сопротивляются агрессивной информации, есть люди, которые не сопротивляются агрессивной информации. И они начинают думать так, как им говорит телевизор. Вот. Слава Богу, в моем окружении, среди моих друзей, среди моих коллег, очень мало людей, которые думают так, как телевизор говорит. Ну а по поводу, если вы имеете в виду национальность, национальность понятие выдуманное. Вот обратите внимание, кто на том знаке находится. Это Иосиф Виссарионович Сталин. Когда-то он сказал, когда ему задали вопрос, какой вы национальности, вы русский или грузин? Тот сказал, я русский человек грузинской народности. То же самое могу сказать о себе, я русский человек украинской народности. У меня украинская фамилия, но я русский человек. Понял. И что вы думал будет дальше за Запорожье? Дальше будет много работы. Да? A lot of job. Если человек не за Россию, за Украину, вы думали, они свободны, можно голосовать против этого? Конечно, конечно. Ничего проблем будет? Нет, никакого. В России нет уголовного преследования за волеизъявление и за мысли и за ориентацию. Если человек не вредит на практике, если человек не призывает к вооруженной борьбе против власти, если человек не призывает к противодействию закону, он чист. Спасибо большое. Don't mention. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно представить себя? Бобров Александр, зам начальника Бердянского морского торгового порта по эксплуатации. И как я понимаю, вы будете голосовать сегодня за референдум? Да, конечно. Сегодня референдум, и мы приехали специально для того, чтобы проголосовать именно на нашем производстве.
И именно как будет голосовать? Вы, если могу вопрос, вы... Какое будет ваше решение на референдуме? Ну, решение у нас у всех, даже мы можем тут и не тайное голосование устраивать. Решение только одно, вместе с Россией. Ага. И есть друзья, или кто может другому голосовать, или все как это? У меня нет таких друзей. Ага, понял. Если они и были, то они теперь мне не друзья. Ага. И если они есть как это, они свободны заголосовать как хочу, или думал, если кто голосовать за Украину, будет проблема или нет? Если кто-то будет голосовать за Украину, как вы думаете, свободен ли он в этом выборе? Это его дело, я не имею к ним никакого отношения. Это голосовать за Россию, это как бы решение мое, моей семьи, и других я решений как-то не приемлю. И почему это? Почему вы хочешь в Россию? Ну, прежде всего, Россия – это уверенность в завтрашнем дне. Россия – это гарантия. Россия – это прежде всего забота о человеке. И то, что нас уже неизвестно сколько лет унижали, как бы хочется хорошей жизни, а в той стране мы этого не видели. Мы уверены, что Россия нам этого даст. Но на Европе, США, телевизия и все новости государства там сказал русский, Россия сделает гражданские мирные люди тяжело, проблема здесь. Как вы могу сказать за это? В Европе и в США, в СМИ информация о том, что здесь нанесен вред и люди страдают от захвата, так сказать. Это все пропаганда. Все только лишь пропаганда. Другого объяснения здесь быть не может. Понял. Хорошо, спасибо. Okay, and now we've come in the actual room where the sailors are going to be casting their votes. And we can see right here at the table, there's a few in the line outside in the hallway, and this is where they're going to be casting their votes. Потом же бюллетень возвращаем в руки, вы пойдете сейчас в кабинку, там проголосуете. Тебе за, тебе против. Плюсик, крестик, там ручка есть в вот этих графах, да или нет? И сам саквояж. Спасибо. Можете сюда подходить, может. Где у нас свобода? Нет. Okay, and the biggest question that we've been getting is how do they know there's not going to be multiple votes cast for individual people, like double voting, triple voting and things. Now, we've been talking to the people at the polling stations about that. Here, no one has permission to speak on camera as far as the organizers go, but we had a discussion with them about what the situation is. And they say there's lists for, like this place, this is the port workers and sailors of this city, and they have a list of all the people that are registered here to vote. So those people will come and vote, and their names will be marked off the list. If there's someone that doesn't happen to be on the list that needs to vote, they'll make a separate list, and that list will be turned into the main electoral committee, and they will
compare all of the extra people that weren't on their registered locations and ensure that there's no overlays in any way, and that's what we're told. But we've got a lot more reports coming on the referendum because, as you know, this is just the second report here in Zaporozhye. We're going to be moving on tomorrow to Mariupol, then to Donetsk, and farther to Lugansk. So we've got a lot of information to cover as far as the referendum goes, and we're just going to keep pushing on to bring you all the facts on the ground here. So please like this video, share it across all social media. Remember, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out. Make sure you subscribe.